За глянцевыми фасадами безупречных образов скрывается правда, о которой шепчутся лишь за закрытыми дверями клиник. Пластические операции – не всегда история триумфа. Иногда скальпель, призванный высечь идеал, оставляет шрамы не только на коже, но и на репутациях, карьерах, судьбах. Что происходит, когда совершенство оборачивается трагедией? Кто виноват? Хирурги, жажда славы или общество, требующие невозможного? Откровенные истории звезд, чьи эксперименты с внешностью обернулись кошмаром. Раджина Ренесенг – американская трансгендерная активистка, писательница и актриса, которая привлекла внимание общественности из-за неудачных пластических операций. В начале 2000-х годов она обратилась к подпольному косметологу, желая изменить свою внешность, но вместо этого столкнулась с серьезными осложнениями. Ей были введены непроверенные вещества, включая цемент и клей, что привело к деформации лица и тела. Несмотря на пережитые трудности, Раджи не сломилась. Она стала публично говорить о проблемах пластической хирургии и опасности подпольных процедур. С помощью профессиональных хирургов ей удалось частично исправить последствия некачественных инъекций, и она продолжила свою деятельность как защитница прав трансгендерных людей. Сегодня Раджи активно выступает в СМИ, участвует в телешоу и выпускает книги, в которых рассказывает о своем пути, самопринятии и важности безопасных медицинских процедур. Кэти Прайс – одна из самых скандально известных британских моделей и медийных персон, чья карьера началась в 90-х годах под псевдонимом Джордан. Со временем она стала не только гламурной моделью, но и бизнесвумен, писательницей и телеведущей. Ее путь к славе сопровождался многочисленными изменениями внешности, о которых она всегда откровенно рассказывала. За свою жизнь Кэти перенесла множество пластических операций, включая ринопластику, увеличение груди, причем не раз она уменьшала и снова увеличивала размер имплантов, подтяжку лица, липосакцию и процедуры по омоложению кожи. В прессе ее часто критикуют за чрезмерное увлечение хирургией, но сама Прайс утверждает, что чувствует себя увереннее после вмешательств. Интересный факт. В 2022 году она заявила, что больше не хочет делать пластические операции, но вскоре снова легла под нож, объяснив это желанием выглядеть на все 100. Несмотря на критику, Кэти остается одной из самых обсуждаемых знаменитостей Великобритании. Лара Флинн Бойл, актриса, получившая известность благодаря своим ролям в культовом сериале «Твин Пикс» и других проектах начала 90-х, пережила неожиданные изменения внешности, которые привлекли внимание общественности. Она всегда считалась одной из самых красивых звезд Голливуда, но в последние годы ее лицо стало значительно отличаться от того, что было в ее молодости. Многие специалисты в области эстетической медицины полагают, что Лара могла пройти несколько пластических операций, включая подтяжку лица и инъекции ботокса, чтобы поддерживать молодость и упругость кожи. Особенно заметны изменения в линии ее подбородка и глазах, которые стали выглядеть более заостренными и подтянутыми. Несмотря на общественное внимание к ее внешности, актриса публично заявляла, что любые изменения ее лица являются естественными последствиями старения. Но несмотря на ее заявления, слухи о пластических операциях не прекращались, а многие поклонники выражали удивление по поводу ее все более искаженного образа. Лара предпочитает избегать публичных мероприятий, что также породило множество домыслов о том, как и почему ее лицо стало таким, какое оно есть. Тема пластической хирургии в жизни Лары Флинн Бойл остается предметом обсуждения, и ее история остается примером того, как стремление к идеалу красоты может повлиять на внешность и карьеры знаменитостей. Голди Хоун – одна из самых известных актрис Голливуда, чьи фильмы стали классикой, а ее харизма и неповторимый стиль покорили зрителей. С яркими ролями в таких фильмах, как «Кабельщик» и «Шоу ужасов», Голди была олицетворением жизнерадостной и яркой женщины, которая всегда оставалась на пике популярности. Но с годами ее внешность претерпела изменения, которые стали предметом обсуждений. Как и многие знаменитости, Голди Хоун прибегла к помощи пластической хирургии, чтобы сохранить молодость и привлекательность. Сначала актриса использовала минимальные косметические процедуры, такие как ботокс и инъекции филлеров. Но с течением времени стало очевидно, что она не ограничилась этими мерами. После нескольких пластических операций
таких как подтяжка лица и изменение формы век, ее внешность стала заметно отличаться от прежней. Некоторые изменения, такие как подтяжка лица, сделавшая ее кожу более подтянутой, вызвали обеспокоенность поклонников, так как ее лицо стало выглядеть менее естественным. Особенно ярко это проявилось в ее глазах и области щек. Критики говорили, что она потеряла свою естественную харизму и стала выглядеть более машинной, теряя то, что сделало ее знаменитой, ее искреннюю, теплую красоту. Тем не менее, Голди Хоун никогда не скрывала, что обращалась к пластической хирургии. Она открыто говорила о своем стремлении быть красивой и уверенной в своем теле, несмотря на возраст. В одном из интервью актриса призналась, что пластические процедуры – это ее способ сохранить себя и чувствовать себя молодой. Хотя внешность Голди изменилась, ее актерская карьера продолжает оставаться успешной. Она по-прежнему остается любимой фигурой в Голливуде и вдохновляет поклонников своей энергией и жизнелюбивым характером. Когда снимок обнаженной Эммануэль Биар в 2003 году украсил обложку июльского номера французского «Эль», журнал раскупили в киосках всего за сутки. Редакция не случайно сняла актрису, стоящей в море спиной к камере. В таком положении меньше всего были заметны последствия неудачной пластики. Тело Эммануэль по-прежнему выглядело божественно, а вот лицо. Впервые актриса решилась лечь под нож хирурга в 1989 году. Когда ей было 27, тогда Эммануэль увеличила губы. После этого она не раз делала новые операции, стремясь исправить последствия предыдущих. Сегодня француженка – одна из самых ярых противниц пластической хирургии. Любая процедура – это серьезное дело, и далеко не всегда можно предугадать ее последствия, говорит Эммануэль. Актриса признается, что опыт общения с пластическими хирургами ее глубоко травмировал, и теперь ее кидает в дрожь об одной только мысли об инъекциях. Пит Бернс – эксцентричная и культовая фигура британской поп-культуры. В 80-е годы он прославился как вокалист группы Dead or Alive, чья песня «You Spin Me Round, Like a Record» стала мировым хитом. Однако со временем его имя стало ассоциироваться не только с музыкой, но и с радикальными изменениями во внешности. Бернс с юных лет экспериментировал со стилем, а в более зрелом возрасте увлекся пластической хирургией. Он делал многочисленные операции по изменению лица, в том числе увеличение губ, ринопластику и контурирование скул. К сожалению, одна из процедур, неудачная инъекция в губы, привела к тяжелым последствиям, вызвав серьезную инфекцию и деформацию тканей. Из-за этого певец перенес более 300 восстановительных операций. Интересный факт: несмотря на все трудности, Бернс не сожалел о своем выборе. Он считал изменения во внешности частью своей творческой самореализации и заявлял, что не хочет быть похожим ни на кого. В последние годы жизни он активно участвовал в реалити-шоу, где его харизма и нестандартный взгляд на жизнь продолжали привлекать внимание публики. Джоан Риверс, знаменитая комедиантка и телеведущая, прославилась не только благодаря своему чувству юмора и колким высказываниям, но и своим бесконечным экспериментом с пластической хирургией. С годами она пережила несколько десятков операций, каждая из которых вносила свою лепту в ее изменяющийся образ. Ее путь в мир косметической хирургии начался с подтяжек лица и бровей, что, казалось бы, должно было добавить ее лицу молодости. Однако постепенно ее лицо становилось все более натянутым, а выражения – более безжизненными. К многочисленным операциям Джоан добавила ринопластику, которая сделала ее нос более тонким и симметричным. Ее лицо стало популярной темой обсуждений, многие критиковали ее внешний вид, называя его кукольным и долговечным. Несмотря на критику, Джоан не стеснялась открыто говорить о своем увлечении пластической хирургией и даже использовала это как тему для своих шуток. Она утверждала, что каждая операция – это не только способ выглядеть моложе, но и шанс для новой жизни, а также для новых карьерных возможностей. Несмотря на всю критику, она продолжала оставаться иконой юмора и стиля, показывая, что иногда внешность может быть столь же важна, как и харизма, если говорить о шоу-бизнесе. Микки Рурк – культовый актер, чья внешность и карьера пережили несколько радикальных изменений за время его жизни.
В молодости его лицо было одним из самых привлекательных в Голливуде, и он снимался в таких фильмах, как «9,5 недель» и «Дикая орхидея». Однако его жизнь в итоге приняла неожиданный поворот из-за любви к боксу. Травмы, полученные на ринге, стали причиной множества операций, в том числе на лице. В результате этих операций его лицо изменилось настолько, что стало практически неузнаваемым. Несколько хирургических вмешательств, включая пластические операции на носу и реконструкцию щек, сделали его черты мягкими и округлыми, а также сильно нарушили естественную гармонию его внешности. Вдобавок к этому актер использовал ботокс и филлеры, что добавило его лицу еще большее ощущение натянутости и лишило его былой выразительности. Публичные обсуждения его внешности сопровождались признаниями самого Рурка, который откровенно признавался в том, что его выбор пластического хирурга оказался ошибочным и что он сожалеет о своем решении. Однако, несмотря на внешние изменения, актер продолжил свою карьеру, удивив зрителей в фильме «Рестлер», за который он получил высокую оценку критиков и зрителей. Сидни Ром – актриса, певица, модель и просто красавица. Родилась в США в семье владельца завода по производству пластмассы. Благодаря итальянским корням Сидни унаследовала яркую внешность. Стройная фигура и утонченные черты лица в 70-е быстро сделали ее звездой. Особенно после того, как она пару раз снялась для журнала Playboy. В СССР часто крутили по телевидению видеоклип на ее песню «Hearts». В Америке же она была известна еще и как звезда аэробики. Ее курс гимнастики составлял конкуренцию популярнейшей Джейн Фонди. Годы брали свое, и Сидни пыталась повернуть время вспять с помощью пластических хирургов. Делая подтяжку за подтяжкой, актриса лишилась былого обаяния и стала напоминать куклу с натянутой до ушей кожей. Сидни почти перестала появляться на публике и удалилась от светской жизни. Сейчас она живет в Италии вместе с мужем, итальянским архитектором. У актрисы 2 детей, усыновленных в Бразилии. История Джоселин Вильденштейн – один из самых обсуждаемых случаев радикальной пластической трансформации. Эта женщина, родом из Швейцарии, стала известна не своим богатством или деятельностью, а уникальной внешностью, измененной до неузнаваемости. Будучи женой миллиардера Олега Вильденштейна, коллекционера искусства и страстного любителя кошек, Джоселин решила удивить супруга, сделав свое лицо более кошачьим. Так началась ее многолетняя одиссея в мире пластической хирургии. Она регулярно прибегала к подтяжкам, инъекциям и другим косметическим процедурам, стремясь добиться экзотической внешности. Однако результат оказался далеко не таким, каким она его представляла. Ее лицо приобрело чрезмерно резкие, неестественные черты. После скандального развода в 1999 году, который принес ей более $2,5 миллиардов компенсации, один из самых дорогих бракоразводных процессов в истории, Джоселин продолжила меняться. Несмотря на критику и шутки в СМИ, она уверяет, что довольна своей внешностью и не сожалеет о сделанных операциях. Более того, она отрицает факт многочисленных хирургических вмешательств, утверждая, что ее лицо изменилось естественным образом. Сегодня Джоселин ведет довольно закрытый образ жизни, изредка появляясь на публике. Она продолжает удивлять мир своим отношением к красоте и доказывает, что восприятие внешности сугубо личное дело каждого. Скотт Томпсон, более известный как Кэрот Топ, один из самых узнаваемых комиков Америки, прославившийся благодаря своему фирменному стилю с ярко-рыжими волосами и экстравагантным юмором. Его карьера началась еще в 80-е годы, но настоящий успех пришел к нему в 90-х, когда его выступления с реквизитом стали невероятно популярными. Со временем внешность Кэрота Топа стала меняться, что вызвало волну слухов о пластических операциях и косметических процедурах. Его лицо стало выглядеть более подтянутым, скулы выразительными, а кожа необычно гладкой. Хотя сам комик неохотно комментирует эти изменения, эксперты предполагают, что он мог делать инъекции ботокса, филлеры, а также хирургические подтяжки. Интересный факт: несмотря на все разговоры о его внешности, Кэрот Топ по-прежнему остается востребованным артистом в Лас-Вегасе, где он на протяжении многих лет дает аншлаговые шоу.
Его уникальный стиль и способность адаптироваться к современным трендам юмора делают его одним из самых долговечных комиков на сцене. Присцилла Пресли – женщина, чья красота всегда восхищала поклонников. Она не только была музой и женой легендарного Элвиса Пресли, но и построила успешную карьеру актрисы и бизнесвумен. Однако со временем ее внешность изменилась, что вызвало бурные обсуждения. Одним из самых громких инцидентов стал случай с неудачными инъекциями. В 2000-х годах Присцилла обратилась к косметологу, который оказался мошенником и вводил пациентам промышленное масло вместо сертифицированных филлеров. Исправить последствия этих процедур было непросто, и ей пришлось пройти несколько восстановительных операций. Помимо этого, Присцилла делала подтяжку лица, что сделало ее кожу более гладкой, но одновременно изменило естественную мимику. Также заметны изменения в области губ и щек, что дало повод для слухов о дополнительных вмешательствах. Несмотря на критику и сложный путь, Присцилла остается воплощением элегантности. Она активно занимается благотворительностью, управляет наследием Элвиса Пресли и продолжает вдохновлять поклонников своей стойкостью и утонченностью. История Кэрол Бран – яркое напоминание о том, как стремление к молодости может обернуться настоящей трагедией. В 2009 году она решилась на, казалось бы, безобидную процедуру омоложения – инъекцию филлеров, чтобы вернуть коже лица упругость. Однако врачебная ошибка стоила ей не только красоты, но и здоровья. В результате неправильного введения двух разных типов филлеров, один из которых содержал силикон, ее лицо стало стремительно меняться. Спустя несколько месяцев лоб женщины настолько раздуло, что он буквально навис над глазами, мешая ей видеть. Кожа на лице деформировалась, появились неровности и бугры, а отражение в зеркале стало для нее страшным испытанием. Женщина пыталась скрыть последствия неудачной процедуры, используя специальные ленты, подтягивающие кожу, но это было лишь временное решение. В течение нескольких лет она избегала появления на публике, стесняясь своего внешнего вида. Однако вместо того, чтобы сдаться, Кэрол решила бороться. Она нашла хирургов, которые согласились провести сложнейшую 17-часовую операцию, направленную на удаление поврежденных тканей и восстановление лица. Несмотря на все усилия врачей, она полностью потеряла зрение на один глаз. Но Кэрол Бран не стала жертвой, она превратилась в активного защитника безопасных косметических процедур. Сегодня она проводит лекции, участвует в социальных кампаниях и рассказывает свою историю, чтобы уберечь других от подобных ошибок. Ее случай стал одним из самых громких в сфере пластической хирургии и показал, насколько важно тщательно подходить к выбору специалистов и методов омоложения. Шерон Осборн – известная британская телеведущая, продюсер и музыкальный менеджер, ставшая культовой фигурой в мире шоу-бизнеса. Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, она не только управляла его карьерой, но и создала собственное имя в индустрии развлечений. Шерон всегда откровенно говорила о своем опыте с пластической хирургией, не скрывая многочисленных вмешательств, которые помогли ей сохранять молодость. Она признавалась, что делала подтяжку лица, блефаропластику, использовала ботокс и филлеры, но также не раз сталкивалась с последствиями неудачных процедур. Несмотря на критику со стороны общественности, Осборн продолжает уверенно заявлять, что каждая женщина имеет право выглядеть так, как ей хочется. Интересный факт. В 2021 году она объявила, что больше не хочет делать пластические операции после неудачной подтяжки лица, которая оставила ее недовольной результатом. Саймон Коуи, ведущий популярнейших шоу, на протяжении своей карьеры привлекал внимание не только своими профессиональными достижениями, но и неожиданными изменениями внешности, вызванными пластической хирургией. Сначала он начал использовать инъекции ботокса, чтобы бороться с возрастными изменениями, но вскоре решил пойти дальше. С каждым новым вмешательством Саймон становился все более незнакомым для своих поклонников. Особенно это проявилось после нескольких подтяжек лица, которые сильно изменили структуру его кожи. Саймон не скрывал, что сам был удивлен результатами, а однажды даже пошутил, что выглядит как персонаж из фильмов ужасов.
Его изменения не остались незамеченными, и его сын выразил обеспокоенность по поводу внешности отца. Саймон Коуи открыто признал, что перегнул палку с косметическими операциями и теперь намерен остановиться. Он подчеркнул, что решил не прибегать больше к пластике, чтобы не потерять свою истинную личность. Тем не менее, Коуи продолжает оставаться важной фигурой на телевидении, и его участие в шоу привлекает миллионы зрителей, несмотря на все его внешние трансформации. Микаэла Романи, 48-летняя итальянка, светская львица и одна из самых известных жертв пластики на планете. Микаэла – яркий пример того, как не нужно усовершенствовать свою внешность и вообще лучше оторвать своему хирургу руки. Итальянка ложилась под нож бесчетное количество раз, но после каждой операции результат нравился ей все меньше и меньше. И Микаэла снова шла в клинику, чтобы исправить ошибки прошлых вмешательств. В итоге этот порочный круг изуродовал ее окончательно. Тори Спеллинг, актриса, ставшая известной благодаря своей роли в культовом сериале «Беверли-Хиллз». Несмотря на свою успешную карьеру и культовый статус, она часто оказывается в центре внимания не только за счет своих ролей, но и из-за значительных изменений внешности, которые стали результатом многочисленных пластических операций. В начале своей карьеры Тори была известна своей естественной красотой, но с течением времени ее лицо и тело претерпели изменения. Одним из первых заметных шагов стала ринопластика, которая значительно изменила форму ее носа. Затем актриса решила прибегнуть к увеличению груди, операция, которую она не скрывала. В определенный момент Тори также признавалась, что использовала инъекции ботокса и филлеры, чтобы сохранить молодость и улучшить контуры лица. К сожалению, ее отношения с пластической хирургией не всегда были безоблачными. Были моменты, когда она столкнулась с последствиями неудачных процедур, что, конечно, не прошло незамеченным в СМИ. Тем не менее, Тори всегда открыто говорила о своих изменениях и признавалась, что каждое вмешательство было ее личным выбором, направленным на то, чтобы чувствовать себя уверенно. Ее путь в мир пластической хирургии стал частью ее публичного образа. Тори Спеллинг всегда была готова поделиться своим опытом и признаться, что операция – это способ сохранить форму и выглядеть так, как она этого хочет. Несмотря на критику и слухи, она продолжает оставаться востребованной актрисой, и ее карьеру нельзя назвать менее успешной из-за изменений внешности. Тори продолжает работать в шоу-бизнесе, оставаясь символом женственности и преображения. Ким Бейсингер. На лице Ким по-прежнему не морщинки. И она все еще снимается в эротических фильмах. Правда, в картине «На 50 оттенков темнее» уже было заметно, что актрисе тяжело управляться с мимикой из-за перетянутого лица. Первую пластику Ким сделала еще в молодости. Актриса поправила нос и изменила форму губ. И только выиграла. Утонченная блондинка сразу получила свои лучшие роли и прославилась благодаря картинам «9,5 недель» и «Секреты Лос-Анджелеса». Затем она не раз ложилась под нож, но уже не так удачно, ее лицо менялось все сильнее. Хайди Монтаг, телеведущая и актриса, в первую очередь прославилась благодаря участию в популярном шоу «The Hills». Но еще больше внимания к ней привлекли многочисленные пластические операции, которые стали неотъемлемой частью ее публичного образа. В 2009 году Хайди решилась на более 10 операций, включая увеличение груди, ринопластику, лифтинг, липосакцию и изменение формы подбородка. С тех пор она постоянно оказывалась в центре внимания СМИ. Многие считали, что стремление к идеалу разрушило ее естественную красоту, а сама Хайди позже признавалась, что она ощутила разочарование от того, как изменилась. Вскоре после того, как операции были завершены, актриса открыто говорила о своем сожалении и недовольстве результатами, отметив, что ее внешность стала чужда ей. Ивонн Уэлдан. Когда эта женщина появилась на премьере фильма «Неудержимые 3», многие приняли ее за мать Сильвестра Сталлоне. Дама раздвигала в улыбке накачанные силиконом губы и тщетно пыталась придать живое выражение замерзшему от ботокса лицу. Вскоре, правда, выяснилось, что это вовсе не миссис Сталлоне, а Ивонн Уэлдан, светская львица и известная в прошлом гольфистка.
Но поскольку перекроенное пластикой лицо Ивонн произвело на фотографов неизгладимое впечатление, ее снимки появились во многих таблоидах. Жаклин Сталлоне, а вот и сама мать Сильвестра. Бывшая актриса и астролог, в молодости танцевала на трапеции, была трижды замужем. С возрастом, пытаясь удержать ускользающую красоту, сделала множество пластических операций. Благо сын Сильвестр всегда был очень щедр к маме и денег на ее прихоти не жалел. Дженис Диккенсон – один из самых известных символов модной индустрии 70-х, ставшая иконой своей эпохи благодаря необычной внешности и харизматичной личности. В начале своей карьеры она покорила не только подиумы, но и обложки самых престижных журналов, став символом красоты и стиля. Однако за годы, проведенные в индустрии моды, Диккенсон подверглась многочисленным косметическим вмешательствам, чтобы сохранить свой молодой и привлекательный вид. В отличие от многих звезд, она всегда открыто говорила о своих пластических операциях и даже становилась их сторонницей, утверждая, что они являются естественной частью ухода за собой. Модель уверяла, что пластика помогает ей чувствовать себя уверенно, несмотря на возраст. Однако со временем ее лицо стало более напряженным, что привлекло внимание и критику как поклонников, так и журналистов. Дженис признается, что не всегда довольна результатами своих операций, но продолжает стремиться к самосовершенствованию, не скрывая, что пластическая хирургия стала частью ее жизни. Интересный факт. В 2000-х годах Дженис даже участвовала в нескольких реалити-шоу, где она демонстрировала не только свой профессионализм, но и личную харизму, оставаясь значимой фигурой в мире моды. Игорь и Гришка Богдановы – две неотделимые фигуры французского шоу-бизнеса, которых невозможно было не заметить благодаря их эксцентричной внешности. Братья стали знаменитостями в 1970-е годы, когда начали сниматься в телевизионных программах и фильмах. С самого начала их привлекательность заключалась в ярких и выразительных чертах лица, таких как высокие скулы и четко очерченный подбородок. Однако с течением времени их внешность претерпела кардинальные изменения. Вместо того, чтобы признать свои пластические операции, братья настаивали на том, что изменения произошли в результате участия в специальных научных экспериментах, направленных на преобразование человеческого облика с помощью новейших технологий. Хотя их заявления многими воспринимались с недоверием, трудно не заметить очевидные признаки вмешательства косметологов. Особенно сильно изменились их скулы, которые с годами стали невероятно округлыми и утратили привычную гармонию. На пике их трансформации, около 2009 года, их внешность стала настолько необычной, что люди начали называть их инопланетянами. Даже на таких громких мероприятиях, как Каннский кинофестиваль, их облик вызывал настоящее обсуждение среди зрителей и критиков. При этом сами братья всегда относились к своей внешности с легким юмором и даже с гордостью заявляли, что их новое лицо – это результат стремления к уникальности, а не простое следование моде. Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в культовом сериале «Друзья», пережила драматические изменения своей внешности, которые стали темой обсуждений среди ее поклонников и СМИ. В начале своей карьеры актриса была символом естественной красоты, но с течением времени ее лицо стало значительно отличаться от того, что было в молодости. Кокс стала использовать косметические процедуры в стремлении сохранить молодость. Сначала это были минимальные вмешательства, такие как инъекции ботокса, но со временем она прибегала к более серьезным операциям. Вскоре ее черты стали выглядеть менее естественными, и актриса сама призналась, что каждое новое вмешательство требовало последующего, чтобы поддержать гармонию лица. Особенно значительным для нее стал инцидент в 2003 году, когда она обратилась к нелицензированному врачу, который использовал промышленный силикон для инъекций. Этот эксперимент привел к тому, что у Кортни начали появляться тяжелые побочные эффекты, включая болезненные комки и потерю чувствительности. Впоследствии, даже после исправлений, ее лицо оставалось более жестким и менее выразительным, чем раньше. Кортни Кокс открыто обсуждает свои ошибки и сожаления по поводу пластической хирургии. Она признает, что в какой-то момент увлеклась внешностью, теряя контакт с естественной красотой.
Несмотря на все это, ее актерская карьера остается успешной, и она продолжает наслаждаться любовью зрителей, а ее роль в «Друзьях» навсегда останется в истории телевидения. Эльза Паттон. Это не персонаж фильма ужасов, это очередная богатенькая американка, решившая, что лучше стать монстром, чем покрыться морщинами. 76-летняя Эльза Паттон, участница американского реалити-шоу «Домохозяйки Майами», светская львица и любимейший персонаж американских таблоидов благодаря участию в популярном телешоу. Эльза постоянно появляется на вечеринках и красных дорожках. Глядя на нее, становится очевидно, что в пластической хирургии главное вовремя остановиться. Мэг Райан – одна из самых популярных актрис 80-х-90-х годов, которая покорила зрителей благодаря ролям в таких культовых фильмах, как «Когда Гарри встретил Салли» и «Просто друзья». Ее обаятельная улыбка, естественная харизма и теплота персонажей сделали ее любимицей публики. Однако с годами внешность Мэг претерпела значительные изменения, и актриса стала активно обсуждаемой фигурой в СМИ, особенно из-за своих пластических операций. Сначала все выглядело довольно естественно. В юности Мэг была известна своей яркой, но непринужденной красотой. Однако с течением времени она решила прибегнуть к пластической хирургии, что, по мнению многих, радикально изменило ее лицо. Одним из первых и самых заметных шагов стала ринопластика, операция, которая значительно изменила форму ее носа. Вскоре после этого Мэг решила использовать инъекции ботокса и филлеры, чтобы поддерживать молодость кожи и уменьшить морщины. Однако самый крупный поворот произошел, когда актриса сделала несколько операций на губах, что привело к заметным изменениям в их форме. В результате губы Мэг стали гораздо более объемными и неестественными, что вызвало волну обсуждений и критики. Многие поклонники были шокированы и разочарованы тем, как сильно изменилась ее внешность, поскольку это уже не было похоже на ту Мэг Райан, которую все знали и любили. Актриса признавалась, что в какой-то момент она потеряла контроль над собой, желая соответствовать идеалам красоты и помолодеть. Впоследствии она выразила сожаление по поводу своих операций, заявив, что была поглощена стремлением к совершенству и не осознавала всех рисков. Тем не менее, несмотря на критику, Мэг Райан продолжает оставаться важной фигурой в киноиндустрии. Несмотря на все внешние изменения, актриса сохраняет свою харизму. Анастасия Покрищук, украинская модель и блогер, стала одной из самых известных личностей в мире пластической хирургии, благодаря своим радикальным изменениям внешности. Начав с небольших косметических процедур еще в 20 лет, она со временем стала известна благодаря своим необычным и ярко выраженным чертам лица, которые сделали ее объектом восхищения и обсуждения. Одним из самых заметных аспектов ее трансформации стали ее щеки, которые Анастасия наполнила филлерами до таких размеров, что они стали доминировать в ее лице. Это изменение было настолько экстремальным, что ее лицо получило прозвище «пластиковое». Вдобавок она увеличила губы и придала четкие контуры подбородку и челюсти, создавая необычный, но ярко выраженный стиль. Анастасия открыто признает, что эти изменения стали для нее способом почувствовать себя более уверенной и привлекательной. Прежде она описывала себя как «серую мышку», но теперь, по ее словам, она ощущает себя уникальной и гораздо более яркой личностью. Покрищук активно делится своим опытом в социальных сетях, не скрывая ни своих процедур, ни восприятия их результата. Ее уверенность в своих внешних преобразованиях вдохновляет многих поклонников, но также вызывает широкий интерес и обсуждение среди тех, кто ставит под сомнение такую степень вмешательства в естественные черты лица. Ким Кардашьян – не просто звезда реалити-шоу, а настоящая икона современной культуры, чей стиль и внешний вид стали объектом подражания и обсуждений по всему миру. Однако путь к успеху и признанию был не только олицетворением ее бизнес-таланта и медийной харизмы, но и связан с множественными изменениями в ее внешности, которые стали результатом пластической хирургии. Одной из самых обсуждаемых тем в жизни Ким стали ее измененные формы, особенно в области ягодиц. В начале своей карьеры Ким была известна своим природным телосложением, но позже ее фигура приобрела совершенно новые контуры, что вызвало массу слухов о пластике.
Операции на ягодицах, увеличение их объема с помощью имплантов или инъекций стали визитной карточкой Ким Кардашьян и предвестниками нового тренда в мире красоты. Кроме того, в определенные моменты Ким прибегала к процедурам увеличения губ и корректировки носа, что также не осталось незамеченным поклонниками. Некоторые специалисты полагают, что Кардашьян использовала инъекции ботокса и филлеры, чтобы добиться безупречного вида лица. Саму Ким не раз спрашивали о ее изменениях, и она открыто признавалась, что пластическая хирургия помогла ей стать увереннее и сделать свою внешность более знаковой для ее бренда. Однако, несмотря на признание, вокруг ее внешности всегда существует много слухов и обсуждений. Ким признает, что каждый шаг в этом процессе был ее личным выбором, а результат всегда зависит от того, как человек сам себя воспринимает. Сегодня Ким Кардашьян остается одной из самых обсуждаемых женщин в мире, и ее внешность продолжает вдохновлять целые поколения. Однако важно помнить, что в погоне за идеалом красоты пластическая хирургия может стать не только спасением, но и ловушкой. Ким Кардашьян же остается ярким примером того, как можно использовать пластические операции для создания публичного образа, который становится легендой. Донателла Версачи. Метаморфозы и влияние на мир моды Донателлы Версачи – одна из самых узнаваемых фигур в мире высокой моды, чья внешность и стиль на протяжении десятилетий остаются предметом обсуждений. После трагической гибели своего брата Джанни Версачи в 1997 году она взяла на себя руководство модным домом Версачи и сумела не только сохранить его наследие, но и придать бренду новую энергию и смелость. С годами внешний облик Донателлы претерпел значительные изменения. В начале своей карьеры она воплощала элегантность с характерными чертами классической итальянской красоты. Однако позже ее образ стал более драматичным. Губы приобрели дополнительный объем, скулы стали более выразительными, а кожа необычайно гладкой. Эксперты предполагают, что такие изменения могли быть результатом пластических операций и косметических процедур, включая филлеры и подтяжку лица. Но внешний облик не единственное, чем знаменита Донателла. Ее вклад в моду невозможно переоценить. Именно она стояла за созданием культовых образов, таких как знаменитое зеленое платье Дженнифер Лопес, которое в 2000 году стало сенсацией на Грэмми и даже привело к появлению Google Images. Ее смелые дизайнерские решения, любовь к роскоши и провокации сделали бренд Versace символом гламура и дерзости. Несмотря на критику, связанную с ее трансформацией, Донателла остается мощной фигурой в индустрии. Она не только руководит модным домом, но и является символом женской силы, независимости и бескомпромиссного стиля. Ее влияние простирается далеко за пределы подиумов, она вдохновляет целые поколения дизайнеров, моделей и модных энтузиастов. Лил Ким – одна из самых влиятельных рэп-исполнительниц, но ее путь к славе сопровождался не только музыкальными успехами, но и заметными изменениями во внешности. В начале карьеры она покоряла публику естественной красотой, но с годами ее внешний вид значительно изменился, что стало предметом обсуждений среди поклонников и критиков. Яркие изменения начались с ринопластики, ее нос стал заметно тоньше, а контуры лица изменились. Многие эксперты считают, что певица также использовала филлеры и импланты, чтобы сделать скулы более выразительными. Еще одним заметным изменением стала более светлая кожа, что породило множество слухов и споров. Лил Ким не раз говорила в интервью, что ее изменения связаны с внутренними переживаниями. В прошлом она сталкивалась с насилием в отношениях, что серьезно повлияло на ее самооценку. Для нее пластическая хирургия стала способом выразить себя и почувствовать контроль над своей внешностью. Несмотря на критику, Лил Ким остается культовой фигурой в хип-хопе, продолжая вдохновлять других своей силой, харизмой и уникальным стилем. В конечном счете, стремление достичь идеала через пластические операции может привести к необратимым последствиям, как это видно из жизни множества известных людей. В поисках совершенства внешности многие знаменитости рисковали и подвергались множеству хирургических вмешательств, что в итоге изменяло их облик до такой степени, что они становились едва узнаваемыми.
Каждая из этих историй, будь то чрезмерное использование ботокса или попытки изменить природные черты, подчеркивает важность осознания рисков и пределов, связанных с хирургическим вмешательством. Хотя многие надеются на улучшение внешности или сохранение молодости, пластическая хирургия не всегда оправдывает ожидания.